Всем добрый день! Сегодня я покажу, как я строил дом свой. Дом 7×9. Меня зовут Евгений. Строил я его сам. Это проект первого этажа и второго. Фундамент вырывали 70 сантиметров на 50 трактором. Нанимал бригаду, естественно. Арматура везде идет цельная, 12 миллиметров. То есть кусков нету, во всю длину. Фундамент вырывался везде. С улицы и внутри везде 70 на 50. Где-то может чуть глубже там. Видео такие некачественные. Вот. Я так вот сделал, чтобы было видно, как я устроил. Фундамент заливали за один день. Приезжал миксер, тоже бригада заливала. Выпустили арматуру наверх, под опалубку. Бетон я, конечно, уже не помню, сколько там заливалось. Уже прошло, конечно, много времени. Год прошел. Это стали ребята делать опалубку, собирать. Залили ее с миксера тоже за один день. Так же, как и бетон в траншею. Вот и залили фундамент. Сам фундамент стоял полгода. Ровно 6 месяцев. Фундамент получился мощный. А эта плита под ступеньки залита вместе с фундаментом. Тоже вырывалась под нее. Это ступеньки. Я уже сам заливал. Тоже арматура, засверливалась. Все как положено. Это скважина, 2-4 метра. Тоже нанимал, приезжали, бурили. Это я завез газоблок. Разобрал опалубку. Сделал изоляцию. Изоляцию пока сделал с улицы, на стены. А потом уже делал внутри изоляцию. На перегородках. Это я положил первый ряд. Это труба, выход под канализацию, чтобы не засорилась, труба торчит. В первом ряду сделал армирование. Все простробил, вырезал фортуной, уложил арматуру, тоже цельная вся арматура. От начала стенки до конца. Арматуру привозил по 11 метров. Куски уходили у меня на крыльцо, там такое. И вот куски сюда уходили. Загибал на углы по 2 метра. И получается по метр на сторону. Где-то больше, может.
И так на каждом углу. Все это связал вязальной проволокой. Ну и залил ее, все эти штробы. Заливал за 2 раза. Потому что первый раз проваливалось. Ну, как бы немножко провалилось. Потом второй раз залил, и все было ровно. В перегородках тоже армирование первого ряда. Тоже также вырезал. Сделал тоже изоляцию потом на фундаменте. Ну и залил. А это в перегородках я арматуру забивал на каждом ряду. Потому что высечки я не доверяю. Все положено по уровню, все ровненько. Это клей монтажный. Вот справа это заказывал я с завода, а вот слева докупал. Там мешка 3-4. Не хватило мне, когда фронтоны закладывал. Ну и стал дальше ложить газоблок. Вот дошел до перемычек. Все перемычки тоже вырезал. Вот это над дверью. Вырезал, арматура, бетоном залил. Над окнами то же самое. Это над окнами. Вот вырезал в газоблоке. Арматура, залил, еще и выпустил наверх под армопояс. Это армопояс. Собрал опалубку. Тоже арматура вся целая у меня. Никаких кусков. И плюс на углы еще добавлял. Это уже залили мне ребята армопояс. Это я сам опалубку собрал. Это вид сверху армопояса. Все заливалось за день. И фундамент, и армопояс. Все заливалось за день. А это вытяжки идут в столовой. Вот эти вот белые. В ванне. И вот в столовой здесь. Справа. Ну и получается потом газоблоки я вырезал. Этот квадрат. И получилась вытяжка. Это я стал собирать уже потолок. Вот собрала крышу. Это первый ряд в газоблоке. Тоже вот колодцы вырезаны. В этих колодцах тоже арматура внутри. И бетоном залиты. Ну, будут. Я их потом залил. Это крыша. Сделана решетка.
То есть всегда будет вентиляция, и крыша никогда не, ну, дерево не сгниет. Это очень важный вопрос такой. Надо обязательно делать контрабрешетку на крыше. Ну, это опять эти колодцы на фронтоне. Крышу тоже сам один собирал. Эта пленка самая дорогая, вот она самоклеющая. Вот эта лента, отрываешь ее, она приклеится. Это счетчик, он остается на улице. А сам пакетник уже будет в доме. Балки стропельные идут через 59. Я ни на чем не экономил. Ну, чтобы подутеплитель было также на потолке и на самой крыше. Это уже стены, я почистил их от клея. Они уже беленькие стали. Это внутри двери идет этот самый уголок 10 на 10. Очень толстый. Все четко вырезал в газоблоке. Сейчас он, конечно, уже покрашен белым цветом. Он очень мощный и, ну, все нормально. Я уже так делал. Это пол. Пол у меня деревянный. Вот, все по уровню. В фундаменте я даже шлифовал, чтобы он четко, ровно лег. Это ванная и прихожая. Доска идет почти одна в одну. Вот таким диском я шлифовал. Алмазный диск специальный такой. Вот такой толщины. Это вода идет. Унитаз, раковина и ванная слева. Вот такая плитка будет, керамогранит. Вот такой вот шифер я купил, привез его, засверлился, прикрепил. Вот. Это лучше, чем ЦСП. Вот, во-первых, крепше, и ЦСП оно все-таки может размокнуть. А вот этот шифер плоский, он самый то. И получился пол как монолит. То есть по нему ходишь, он как монолитный пол. Это уже видео по дому. Вот такой дом получался. 7 на 9. Фундамент получился 1,20 м где-то. 1,15 м, 1,20 м. Окна фирмы Века открываются в двух положениях. С подоконниками внутри и с отливами окна. И такое здание, оно никогда не порвет, потому что фундамент капитальный, армопояс плюс сверху. Вот. Это очень важно. Без армопояса нельзя дома строить. Он просто лопнет. Я вон посмотрю, арматуру пластиковую делать, я не знаю. Я такого не стал делать. Вот. Нормальную арматуру купил 12-ю железную. Высота получается 2,70 на первом этаже. Сейчас там внутри причастовая отделка делается. Провода купил, ГОСТовские, причем электрические, не китайские. Там соседи, везде соседи живут. Вот. Это сосед строится рядом прям сразу же. Везде соседи хорошие. Вообще район новый. Везде дома новые.
Ну и тут тоже 2,70. Ну, получается, потолок будет ровный, ну не полностью, конечно. Само здание более 7 метров получилось. Ну вот на этом все. 92 квадрата. Семь соток здесь.